Как красиво, посмотрите, в пассаже заведение, сердце, а прям в нем сидит пара. Так романтично это все выглядит, и правду говорят. Все равно любовь побеждает, несмотря ни на что. Сегодня 31 марта 2026 года, и всех приветствую из очень дождливой Одессы. Последние дни само небо плачет над Одессой из-за того, что происходит в нашем замечательном городе. Решила сегодня проехаться на одесской маршрутке, потому что цены на топливо продолжают и во всем мире, и в Украине бить рекорды и продолжают расти. Но, к счастью, в общественном транспорте проезд в Одессе не подорожал и, как и раньше, составляет 20 гривен. А это уже немаловажно. Всем привет из Одессы. У нас уже второй день практически бесконечно идет дождь. Ну и у нас еще бесконечно воздушные тревоги, которые не дают нам спокойно жить. Но об этом поговорим позже, сейчас об этом. Большинство одесситов просто не верит своим глазам, потому что много месяцев не видно было ни одного трамвая на улицах города. Но наконец-то их запустили. Без них как-то Одесса даже была не Одесса, чего-то не хватало. Поэтому трамвайчики уже ездят, и это на благо и пассажиров, и других жителей города, потому что, я же говорю, они являются каким-то своеобразным украшением Одессы. Все больше и больше в новостных каналах начали появляться заголовки о том, что украинцы массово возвращаются в Украину. И я могу их понять. Сейчас на границах огромные очереди из автомобилей, из автобусов. Раскуплены билеты на поезда, потому что все хотят домой. Знаете, как говорят, что дом – это там, где ты родился, дом – это там, где осталось твое сердце, и дом – это там, где ты лучше всего себя чувствуешь. Хочу вам сказать, что одно дело, когда ты целенаправленно уезжаешь жить в другую страну, да, к примеру, продаешь свою недвижимость, забираешь своих близких, как-то у тебя есть планы на жизнь в другой стране, у тебя там уже все подготовлено. А другое дело, это когда ты за считанные часы собираешь свои вещи и совершенно неподготовленным уезжаешь жить в другую страну, вообще впереди без каких-либо перспектив и вообще без понимания, что ты будешь делать дальше. Это совершенно разные вещи, поэтому понятное дело, что многие очень скучают по нашей прекрасной Украине, и многие хотят вернуться домой. Поэтому, возможно, люди, которые целенаправленно уезжали, не так скучают за домом и за Украиной, за Одессой. Но другие люди, у которых здесь осталось, можно сказать, вся жизнь, остались близкие, остались друзья, то, конечно, все рвутся домой, несмотря ни на что. И люди массово возвращаются. После вот этих обстрелов все время теперь боишься громких звуков. И Пасха сейчас, Великдень у нас в Украине, проводы, и все стараются приехать. Сейчас начали говорить о том, что как в прошлом году, на Пасху может быть перемирие на несколько дней. И, конечно, всем бы хотелось пожить в тишине, хотя бы в такие дни, в такие праздничные дни, потому что Пасха непростой день для нашей Украины, это большой праздник. Посмотрим, как оно будет. Сейчас как раз возле Свято-Преображенского собора. Хочется сюда зайти, он на реставрации после обстрела. И хочется вам его показать. Видите, до сих пор еще все не сделали. Да, прилетел голубь. Ой! Тихо. Нет сегодня здесь людей, но по горящим свечкам видно, что люди заходят. К сожалению, уже работ больше сделано, но, к сожалению, еще не все. Вижу, как работники работают. И скоро снова будет красиво. И везде летают птички. Никто их отсюда не выгоняет. Ой. Это здание, собор пострадал от обстрела тоже. Здесь такие разрушения были. Но с каждым разом, когда сюда захожу, здесь все больше и больше
работ сделано. Раньше люди молились за свое здоровье, за здоровье своих близких, но сейчас люди еще и молятся за мир, потому что раньше мы не ценили это слово, а сейчас все ждут, когда же небо над нами снова будет чистым. Люди заходят помолиться, поэтому я выхожу, чтобы никому не мешать. Небо темнеет и темнеет, наверное, сейчас снова начнется какой-то ливень. Пока у нас очень такие пару дней тяжелые, начиная с сильного обстрела, который был несколько дней назад, и до постоянных тревог уже несколько дней. Просто тревоги бесконечно. И бесконечно летают по всему городу дроны, причем и днем, и ночью, когда только возможно, тогда, можно сказать, и летают. В такую мрачную погоду большую роль играют яркие зонты, потому что какое-то прям украшение города и особый вайб. Вчера ехала на маршрутке, и рядом женщина со мной уснула. Я говорю: извините, можно я пройду? Она говорит: вот, извините, пожалуйста, я уснула, потому что такие бессонные ночи, еду с работы, вообще не выспалась, и пришлось уснуть просто, можно сказать, на ходу. Люди не высыпаются, особенно, как я сказала, последние дни, это просто что-то страшное. Целыми днями летают эти дроны над головой, все время тревоги. Ночью даже не могу сказать, сколько раз была тревога, потому что она будила одесситов постоянно, потому что постоянно была опасность для города, и даже утром снова было попадание в жилой дом в одном из районов города. В общем, ситуация напряженная, и нет нам, как я уже сказала, никакого покоя. Мне очень сложно представить, как работают врачи, у которых операции, у которых, сами понимаете, есть профессии, в которых нужна очень сильная концентрация, люди, на которых огромная ответственность, и после таких ночей я даже не представляю, как они со всем этим справляются, плюс недосыпы, постоянные стрессы, это все негативно сказывается на каждом. А какой-то трамвайчик уже успел даже сломаться. Вижу, в сети появляются такие видео, там, где с помощью искусственного интеллекта, с помощью программ, в считанные секунды преображается здание. Я смотрела, как выглядела Одесса, если бы эти все дома отреставрировали. Боже, мне кажется, наш город превратился в какую-то действительно сказку, потому что у нас столько красивых зданий, у нас потрясающая архитектура, и хочется, чтобы в скором времени все это отреставрировали. Портит вид зданий, так это заклеенные лентами, скотчами окна, потому что все боятся, что осколки могут ранить. Пару дней назад перевели время. Что-то рассматривали, чтобы отменить перевод времени в Украине. Пару лет назад, по-моему, или в прошлом году, но что-то так ничего не отменили. Знаю, что не во всех странах мира переводят время так, как у нас. И к этому нужно пару дней привыкнуть. Мало того, что не высыпаешься, еще перевод времени, еще постоянные стрессы, это, конечно, все сказывается. Погода еще сегодня серая, унылая, добавляет немного, знаете, такой сонливости, немного плохого настроения, но все равно, несмотря ни на что, одесситы держатся, и будем надеяться, у нас дальше будет как можно больше тихих ночей и дней.